Глава 516. Демоническая эхотрава. Ханли не стал ходить вокруг да около и спросил прямо, знает ли господин Гэу о тысячелистной росе, тысячелистная роса. Гэу Юй остановился на мгновение, а затем пробормотал. Это имя произвело на меня сильное впечатление. Если бы вы спросили меня об этом несколько лет назад, я бы и понятия не имел. Но 2 года назад я получил древний манускрипт, в котором упоминалось об этом. У меня есть копия в нефритовой пластинке. Может, вы бы хотели взглянуть на него. Ханли обрадовался и не мог не показать волнения в его глазах. Подавляя волнение в своем сердце, Ханли улыбнулся и сказал: «Отлично, что у тебя есть записи. Если я найду его, я должен буду искренне поблагодарить тебя». Гэу Юй тоже был очень доволен. Возможность получить благосклонность культиватора формирования ядра была действительно большой удачей. Он тут же похлопал по своим бокам и вытащил желтую нефритовую пластинку, которую затем вручил Ханли. Гэу Юй почтительно сказал: «Это нефритовая пластинка. Пожалуйста, возьмите ее, старший». Ханли взял нефритовую пластинку и быстро погрузил в него свое духовное чутье. Выражение Ханли изменилось несколько раз. Сначала на нем было волнение, потом сомнение, а потом созерцание. Лисюй внимательно следил за каждым движением Ханли. Увидев изменение выражения лица Ханли несколько раз, в его глазах мелькали разные эмоции. Гэу Юй беспокоился, что тысячелистная роса, которая упоминалась в нефритовой пластинке, была не тем предметом, который искал Ханли. Тот в конце концов вернул свое духовное чутье и сказал: «Да, это то, что мне нужно». Однако волнение в его глазах сильно исчезло. Старик наигранно рассмеялся. «Что-то не так?» Ханли горько улыбнулся. «Я не ожидал, что этот предмет будет так хлопотно раздобыть. Он тесно связан с демоническими зверьми 8-го ранга». Лисюй удивленно взглянул на Ханли, не веря своим ушам. Демонические звери 8-го ранга. Ханли вздохнул и объяснил: верно. Тысячелистная роса на самом деле является экстрактом демонической эхотравы. Этот самый экстракт и сравним с демоническим зверем 8-го ранга. Лисюй потерял дар речи от слов Ханли. Он, естественно, знал, что такое демоническая эхотрава. Она росла вблизи гнезд демонических зверей, поскольку для ее роста требовалось продолжительное воздействие демонической ци. Однако трава, которая росла у гнезда демонического зверя 8-го ранга, значительно отличалась. Хотя ходили слухи, что в демонические звери 8-го и 9-го ранга не были замечены в области внешних звездных морей уже долгое время, однако это были только слухи. Самый высокий ранг зверя, который встречался старику, был 7-го ранга, не говоря уже о демоническом звере 8-го ранга. Лисюй заметил, что во взгляде Ханли появилось уныние. Какую именно таблетку он планировал создать, что ему на самом деле требовался такой невероятный материал? Немного поколебавшись, Ханли сказал то, что поразило Гэу Юя: «В этой нефритовой пластинке есть записи, которые мне могут понадобиться для моих дальнейших исследований. Мог ты бы дать мне ее на время?» Гэу Юй остановился на мгновение, а затем откровенно сказал: «И если старший может использовать ее, тогда, пожалуйста, не стесняйтесь». Увидев, что Гэу Юй согласился, Ханли кивнул головой и, щелкнув рукой, вызвал маленькую бутылочку и талисман с рисунком маленького желтого меча. «Будучи старшим, я, естественно, не могу оставить тебя с пустыми руками. В бутылке лекарственные таблетки, которые могут увеличить твой уровень культивации, а это талисман сокровищ. Подойди и возьми их». Ханли протянул предметы перед собой. «Большое спасибо за щедрость, старший». Получив предметы, Гэу Юй не смог сдержать свою радость и неоднократно поблагодарил Ханли. Для культиватора стадии конденсации ци эти предметы были действительно драгоценными. Поскольку старший Кривая Душа уже подарил тебе сокровища, ты пока можешь быть свободен. Гэу Юй. Лисюй был очень шокирован проявлением великодушия Ханли, но спокойно попросил его выйти. В мгновение ока они снова остались вдвоем в этой комнате. «Может быть, я могу чем-нибудь еще помочь вам?» «Не стесняйтесь, пожалуйста», — честно проговорил Лисюй. «В этом случае у меня есть еще одна вещь, которой я хочу вас побеспокоить. Можете ли вы продать мне рог агатового зверя?» «Хе-хе», господин Даос пришел в нужное место. Хотя рог агатового зверя — исключительно редкий материал, мне удалось купить 2 таких рога в прошлом месяце. Если господин пожелает, я могу продать его прямо сейчас». Старик улыбнулся и ждал, чтобы отдать приказ о доставке рога. Приятное удивление появилось на лице Ханли. Он тут же кивнул. Вскоре в комнату вошел молодой слуга, неся изящную деревянную коробку на серебряной тарелке. «Ну что скажете?» «Рог агатового зверя оправдывает ваши ожидания». Ханли торжественно кивнул головой и потянулся к деревянной коробке. Как только он открыл коробку, из нее вырвался синий свет, показывая спиральный рог длиной в полфута. Острый рог сиял ярким синим светом.
Ханли затем закрыл деревянную коробку с довольным выражением на лице. Неплохо. Он мне очень подходит. Скажите, сколько он будет стоить? Ли Сюнь приятно улыбнулся и сказал, этот магазин приобрел рог за 5000 духовных камней. Поскольку господин желает получить его, я могу продать вам его по той же цене. Естественно, Хан Ли не собирался торговаться. Он сразу же выразил свою благодарность и вынул эквивалент в среднеранговых камнях, а затем передал их старику. Старик взял духовые камни, взмахнув рукавом, и спросил с широкой улыбкой, у господина есть планы на время своего пребывания на острове. Хотя у вас глубокая магическая сила, с демоническими зверьми очень трудно справиться. Большое количество культиваторов формирования ядра получили серьезные ранения, путешествуя в одиночестве. Может, мне стоит познакомить вас с несколькими культиваторами вашего ранга. Было бы намного безопаснее, если бы вы отправились в море вместе. Хан Ли улыбнулся, услышав это. Целью вежливого и доброжелательного поведения старика с самого начала было то, что он хотел привлечь его на свою сторону. Большое спасибо за доброту, господин Ли. Тем не менее, я должен подготовиться к созданию нескольких лекарственных таблеток. И после того, как я употреблю таблетки, мне придется на некоторое время уйти в уединение. Я пока не собираюсь охотиться на демонических зверей. Хан Ли выдал сдержанный отказ смущенным выражением, но на самом деле он совершенно не хотел выходить в море с незнакомыми культиваторами. Несмотря на то, что на лице старика мелькнуло разочарование, он тут же спокойно продолжил, что ж, это тоже хорошо. Сначала увеличить уровень своей культивации и ознакомиться с регионом – верное решение. Однако, если господин Кривая Душа захочет найти себе компаньонов, пожалуйста, не забывайте обо мне. Хан Ли, естественно, согласился и еще немного поболтал со стариком, а затем ушел. Старик взглядом проводил Хан Ли, а затем вернулся в здание. Как только старик вернулся, он вдруг услышал голос: «Ну что? Будет ли этот человек полезен для нас?» В картине на стене появился смутный силуэт, который затем материализовался в комнате. Это был человек в белом одеянии, зависший в воздухе и излучавший лазурное свечение. Старик уверенно сказал: «Не нужно беспокоиться. Хотя мы поговорили довольно мало, судя по всему, это бродячий культиватор, который путешествует один. Когда он почувствует опасность одиночного путешествия в области внешних звездных морей, он узнает о преимуществах моего предложения. Он рано или поздно вернется». Человек в белом холодно опроверг его слова. «Нет никаких гарантий на это». Ли Сюй покачал головой. «Что? Разве культиватор ранней стадии формирования ядра может в одиночку бродить по морям и охотиться на демонических зверей?» Человек в белом ничего не мог возразить ему на это, но потом торжественно сказал: «Он необычный культиватор ранней стадии формирования ядра. Пока вы болтали в комнате, я почувствовал, что он смотрит на меня по неизвестной причине. Хотя он не намеренно заглядывал в мою сторону, я подозреваю, что он знал о моем присутствии и просто не решил раскрывать меня». Старик был ошеломление удивленно спросил: «Ты не мог ошибиться? Твоя техника сокрытия — это то, что даже более совершенные культиваторы не способны обнаружить. Не говори мне, что на самом деле он является культиватором поздней стадии формирования ядра». Человек в белом одеянии с сомнением сказал: «Трудно сказать. Вполне возможно, что он культивирует необычное искусство культивации или обладает каким-то своеобразным сокровищем». Несколько раз пройдясь по комнате, старик в конце концов нахмурился и сказал: «Ладно. Независимо от того, является ли этот культиватор исключительным или обычным, мы уже пытались изо всех сил подружиться с ним. Это было правильное решение в любом случае». Культиватор в белом одобрительно кивнул и больше не сказал ни слова. Глава 517. Остров в тумане. Когда старик закончил свой разговор с культиватором в белой одежде, Хан Ли уже вошел в близлежащий магазин товаров рядом с павильоном Золотого Пальца. Он купил карту местных морей и информацию о демонических животных, обитавших поблизости, а затем покинул. Укрывшись от посторонних взглядов, Хан Ли начал просматривать информацию. Мельком пробежавшись по ней, Хан Ли бессознательно нахмурился. Вблизи острова невероятных глубин действительно было слишком много опасных районов. Могли ли там быть демонические звери? Эти районы были слишком далеко от острова невероятных глубин. Хан Ли бы понадобилось целых полмесяца, чтобы долететь туда. Более того, расстояние до туда было более 5 миллионов километров территории, покрытой рифами. Не говоря уже о тех территориях, которые располагались еще дальше, поскольку никто еще по-настоящему не смог исследовать самые дальние районы. Просмотрев нефритовую пластинку, Хан Ли убрал ее. Он застыл на месте с торжественным выражением, он опустил голову и глубоко задумался. Спустя неизвестный промежуток времени Хан Ли поднял голову с равнодушным выражением на лице.
Затем он без каких-либо дальнейших колебаний покинул город Черной скалы. Покинув город, Хань Ли тут же превратился в полосу лазурного света и пронзил небо. Остров невероятных глубин был островом среднего размера, но, помимо города Черной скалы, он был совершенно бесплодным. На нем не было ни одной деревни или города. По какой-то неизвестной причине казалось, что и культиваторы, и смертные стали жить на других частях острова. Хань Ли быстро покинул остров невероятных глубин. Подняв голову на небо и определив направление, он направился на север. Его целью было найти остров, где вероятность появления других культиваторов была наименьшей. Он не хотел оставаться в людном месте, чтобы не привлекать к себе внимания. В результате он сознательно выбрал улететь подальше от острова невероятных глубин. В морях вокруг острова невероятных глубин было немного культиваторов. Кроме того, на всех этих островах жили культиваторы и смертные. Хань Ли просто не брал их в расчет. Было ясно, что в северных морях было гораздо меньше культиваторов, как он и ожидал. За весь его полет на протяжении 12 дней он редко встречал других культиваторов. Если он и сталкивался с кем-то, то это были низкоуровневые культиваторы, которые не осмеливались беспокоить его. Еще реже ему попадались высокоуровневые культиваторы. Они только бдительно наблюдали за ним со стороны. Убивать других культиваторов ради сокровищ было обычным явлением. Хань Ли стал еще бдительнее, чем обычно. Пролетев еще 2 дня и, наконец, не увидев следов других культиваторов, Хань Ли сменил направление на запад. Согласно карте, в этом направлении располагалось несколько островов с небольшими духовными источниками. Поскольку духовные вены на этих островах были слабыми, а до острова невероятных глубин было слишком далеко, эти острова были небезопасными, потому там редко встречались другие культиваторы. Смертные же предпочитали силиться вблизи острова невероятных глубин, потому что там было довольно безопасно. Конечно, Хань Ли это не волновало. Он просто хотел взглянуть и посмотреть, понравится ли ему какой-нибудь из островов. За 30 метров от себя Хань Ли заметил маленький остров. Это был 4-й необитаемый остров с духовной веной, с которым он столкнулся до сих пор. Остров был невелик, но его рельеф был довольно разнообразным. Там были и пустынные ландшафты, и густые леса, полные неизвестных деревьев, луга с красивыми цветами и даже небольшая горная цепь. Хань Ли окинул остров своим духовным чутьем и не обнаружил следов других культиваторов. Духовная вена на этом острове не была слабой. Несмотря на свои небольшие размеры, эта духовная вена была среднего ранга. Хотя ее и нельзя было сравнить с веной с высоким содержанием духовной энергии, у нее по-прежнему была достаточно плотная концентрация духовной ци. Казалось, причина, по которой другие культиваторы покинули этот остров, заключалась не только в духовной вене, но и в странной окружающей среде этого острова. Однако на этом острове было нечто такое, что показалось Хань Ли странным. Его окружал плотный белый туман. Туман не был естественным, его создавали водовороты, которые были поблизости. Поскольку туман окружал остров со всех сторон, попасть на остров можно было только сверху. Хань Ли был поражен увиденным, но когда он нырнул под воду и увидел остров из-под воды, он точно узнал источник тумана. На дне вокруг острова было множество отверстий размером с палец, в которых сновали тысячи тысяч тонких серебряных рыб. Хотя на первый взгляд эта рыба не отличалась от обычной мелкой рыбы, поймав ее руками, покрытыми духовной силой, Хань Ли обнаружил, что у нее нет чешуи. Вместо этого она была покрыта острыми шипами из серебряной кости. Если бы обычный человек попытался удержать ее, руки человека бы превратились в бесформенное мясо. Взглянув на рыбу, в голову Хань Ли пришла мысль, осмотрел на него, на ум вдруг пришла в голову мысль: морская рыба-дробилка. Это маленькая рыба, низкоранговый демонический зверь, который живет в больших косяках и выливает воду с поверхности моря ради наслаждения. Источником ее смешного названия, вероятно, были железные шипы, выступающие из ее тела. Поскольку вокруг острова было столько морских рыб-дробилок, их было достаточно, чтобы выплеснуть наружу столько воды, чтобы она могла покрыть туманом весь остров. Такое зрелище не каждый день увидишь, если бы Хань Ли по пути не наткнулся на серебрянокрылую птицу и не последовал за ней сквозь туман, он бы никогда не нашел остров. Он, несомненно, просто пролетел бы мимо. Увидеть сквозь морской туман было довольно сложно. Сделав несколько кругов вокруг острова, Хань Ли решил, что устроит себе здесь свою пещерную резиденцию. Где бы он смог найти еще более скрытый остров, чем этот, небольшая духовая вена располагалась на 5-километровом горном хребте острова, на которой было несколько вершин. Самая высокая из них достигала 20 метров в высоту. Поскольку горный хребет был настолько низким, Хань Ли не мог себе позволить устраивать пещерную резиденцию там. Следовательно, ему было лучше найти небольшую долину у подножия и попробовать себе пробурить пещеру в горе.
С нынешним уровнем культивации для Хань Ли не составляло труда прорубить пещерную резиденцию, похожую на предыдущую. Через несколько коротких дней он закончил основные детали. Хань Ли не интересовала детализация пещеры, вместо этого он установил несколько наборов ограничительных формаций, которые он сам создал. Затем он накрыл и свою пещеру, и весь горный хребет этими ограничительными заклинаниями. Издалека было невозможно заметить этот горный хребет, поскольку он был весь покрыт густым лесом. Этот иллюзорный лес плавно сливался с настоящим лесом, что невозможно было различить на глаз. Затем Хань Ли поднялся вверх и взглянул на этот горный хребет, в результате чего он почувствовал себя неловко. И если бы сквозь туман прошел такой же высокоранговый культиватор, как и он, формаций такого класса было бы недостаточно, чтобы обмануть их. Внезапно ему в голову пришла мысль. Хань Ли отправился обратно в свою новую пещерную резиденцию и быстро осмотрел материалы, которые у него были на руках, а затем начал создавать некоторые предметы в своей секретной комнате. 7 дней спустя Хань Ли снова появился из своей пещерной резиденции с дюжиной наборов для создания ограничительной формации. Эти наборы для создания ограничительной формации не могли ничем впечатлить опытного мастера. Но после того, как Хань Ли разместил их в разные районы по всей территории этого острова, из каждой формации стал выходить туман. Вскоре новое пространство тумана слилось вместе с существующим туманом из морской воды и полностью окутало остров. Таким образом, пролетая на большой высоте, даже высокоранговым культиватором, было бы сложно заметить этот остров. Изучив остров со всех сторон, Хань Ли наконец почувствовал себя непринужденно. Хотя он потратил немало духовных камней, чтобы активировать так много ограничительных формаций, ему было все равно. Он был более чем готов обанкротиться, чтобы избежать любых потенциальных бедствий. Затем Хань Ли вернулся в свою пещерную резиденцию и добавил немного мелких деталей, такие как комната для его насекомых, сад лекарственных растений и так далее. 2 дня спустя Хань Ли сидел в каменной комнате с торжественным выражением. Он погрузил свое духовное чутье в желтую нефритовую пластинку, которую ему Гуй дал, тщательно изучая ее содержимое. Внезапно он так резко извлек свое духовное чутье из нефритовой пластинки, что у него аж дрогнуло лицо. После этого он глубоко задумался. Через мгновение он встал и несколько раз прошелся по каменной комнате, а затем его лицо и вовсе стало мрачным. Он схватил сумку и достал белую нефритовую коробку. Мельком взглянув на нее, он медленно открыл коробку, и перед ними предстали несколько маленьких бусинок радужного цвета. Глава 518. Пламенная мистическая мотыльков. Хань Ли проворно схватил одну из бусин в коробке и пристально взглянул на нее. Посмотрев на него на мгновение, Хань Ли медленно закрыл глаза и вспомнил то, что видел в нефритовой пластинке. Это была перламутровая жемчужина, излучавшая радужный свет, и вокруг него было более 10 мелких бусин. Эти меньшие жемчужины выглядели точно так, как та, что была у него в руке. Что касается большой радужной жемчужины, то это была та самая небесная таблетка, которая вылетела из небесного котла. Изображение этой жемчужины было в нефритовой пластинке, но рядом с ним не было никакого описания. Когда Хань Ли просматривал нефритовую пластинку, которую он приобрел у Гэу Юя, он был поражен. Именно по этой причине он решил добавить талисман сокровищ в качестве оплаты за нефритовую пластинку. В противном случае он дал бы Гэу Юе только лекарственные таблетки. В нефритовой пластинке было много причудливых изображений, но у всех них не было описания. Были фотографии магических инструментов и сокровищ, а также множество демонических зверей и призрачных чудовищ, которых Хань Ли никогда прежде не видел. Увидев небесную таблетку среди них, он предположил, что на всех этих изображениях были необычные предметы. Хань Ли аккуратно просмотрел эти изображения в своей памяти, придавая им особую важность, как если бы он увидел их в будущем. Однако Хань Ли несколько подозрительно взглянул на бусины. Не было никаких сомнений в том, что эти радужные бусины были как-то связаны с небесной таблеткой. Почему они были вместе на этих изображениях? Услышав, что бусины были созданы из скелета Цзень-бриллианса, он внезапно вспомнил о своих кровавых пауках. Неужели ученик-предатель костяного мудреца вошел в небесный зал и заполучил небесную таблетку? Это было одно из возможных объяснений того, почему кости Цзень-бриллианса приобрели радужную окраску и почему превратились в бусины после того, как подверглись воздействию пламени. Поскольку Хань Ли знал по своему личному опыту использования множества медикаментозных таблеток, то он предположил, что небесная таблетка могла быть не полностью доработана или же ее лекарственный характер был настолько жестким, что требовал интенсивного улучшения после употребления. Из этих предположений и изображения в нефритовой пластинке Хань Ли решил, что эти радужные бусины имеют прямое отношение к небесной жемчужине.
Хотя использование тела культиватора в качестве контейнера для создания лекарственных таблеток редко встречалось в мире культивации, Хань Ли лично стал свидетелем этого. Пятиэлементное кровавое ядро школы Черного демона был одним особенно жестоким примером. Но это было всего лишь предположение Хань Ли, поэтому Хань Ли не собирался использовать эти таблетки. Немного подумав, он решил покинуть эту скрытую комнату и направился к комнатам насекомых. Теперь его комнаты для насекомых были не такими простыми, как в городе Звездного неба. Они были разделены на 5 каменных комнат различного размера. Среди них 2 комнаты предназначались для 2 разных групп золотых прожорливых жуков Хань Ли. Один из Рой был с ним на протяжении всего путешествия в небесном зале, продемонстрировав удивительную силу, когда десятки тысяч золотых прожорливых жуков сожрали огненно-железных муравьев. Другой Рой состоял из 1000 элитных жуков, которых он оставил в своей пещерной резиденции в городе Звездного неба. Возможно, из-за того, что золотые прожорливые жуки сожрали так много огненно-железных муравьев, они были готовы размножаться. Они уже начали пожирать друг друга, к приятному удивлению Хань Ли. В одной из других каменных комнат был единственный оставшийся кровавый паук, в другой — вечно сонная плачущая душа. В последней комнате были золотые нитевидные шелкопряды, которые он приобрел в небесном зале. Хотя у Хань Ли была жемчужина управления плачущей душой, он все еще сомневался в том, стоит ли ему ее использовать, и решил отложить это на потом. В общем-то, задержка в его культивации не сильно повлияла на зверя. Хань Ли решил забрать себе золотых нитевидных шелкопрядов не из простой прихоти. Хотя они и были в списке экзотических насекомых, они были довольно низкого ранга. Несмотря на то, что они не могли сравниться с кровавыми пауками, у них нередко встречалась вторая стадия эволюции. С достаточным количеством времени они могли бы превратиться в пламенные мистических мотыльков. Хотя они все еще были несколько слабее, чем золотые прожорливые жуки, и занимали 17-е место в списке экзотических насекомых, у них была врожденная способность к трансформации. Хотя их сила была огромной, ее описание было довольно расплывчатым. Кажется, это насекомое редко встречалось даже в древние времена. Даже если высокий рейтинг пламенного мистического мотылька был немного неточным, он не мог быть незначительным. Таким образом, несмотря на удивление всех старых эксцентриков, он решил забрать золотых нитевидных шелкопрядов, которые были на грани смерти. Вань Тиньмин бросил их без малейшего колебания, поскольку тогда они исчерпали всю свою первородную ци. После приобретения их, Хань Ли постоянно кормил их духовными питательными таблетками и другими редкими духовными лекарствами. Однако все это, казалось, только отодвигало момент неизбежного. С каждым днем они становились все слабее, и Хань Ли мог только беспомощно наблюдать, как они слабели. Внезапно ему пришла в голову идея. Он тут же направился в комнату золотых нитевидных шелкопрядом и нахмурился, взглянув сквозь барьер ограничительного заклинания. В этот момент огромные темно-зеленые шелкопряды неподвижно лежали на земле, как будто они уже умерли. Если бы не слабая духовная ци, исходившая из их тел, он бы поверил, что они мертвы. Хань Ли вошел в комнату без колебаний и осмотрел экзотических насекомых несколько мгновений, а затем отобрал самок и самцов с самой сильной духовной ци. Затем он достал 2 бусины из нефритового ящика и дал по одной каждому шелкопряду, а затем покинул комнату. Мысли Хань Ли были довольно простыми. Поскольку этих насекомых нельзя было спасти, Хань Ли решил проверить на них лекарственный эффект радужных бусин. С великой репутацией небесной таблетки их лекарственные возможности должны быть похожими. Если бы эти бусинки оказались такими, какими он их себе представлял, то и он бы выиграл, и шелкопряды были бы спасены. Естественно, если бы шелкопряды отреагировали отрицательно на бусины, Хань Ли не стал бы их использовать. Следующие дни Хань Ли занимался уходом за 9-листным духовным женьшенем. Этот уникальный корень имел большое значение для его последующего перехода на стадию зарождающейся души. В центре своего сада лекарственных растений Хань Ли выделил небольшой кусочек земли. Установив там флаги ограничительной формации, которые он специально подготовил для этого, почва под формацией покрылась непроницаемым слоем золотого камня. Теперь он мог, наконец, с уверенностью разместить 9-листный духовный женьшень. Тем временем аватар 9-листного женьшеня по-прежнему находился в ловушке внутри нефритового ящика. Хань Ли не собирался держать его там надолго. В конце концов, продолжительное разделение аватара и духа могло отрицательно повлиять на сам дух женьшеня. Затем Хань Ли принес талисманный нефритовый ящик в сад лекарственных растений и поместил его рядом с духом женьшеня. После того, как Хань Ли снял талисман и нефритовую коробку, оттуда выскочила полоска белого света, сделала круг вокруг него, а затем слилась с ним и исчезла. При виде этого Хань Ли понимающе улыбнулся.
Казалось, что аватар белого кролика был напуган с тех пор, как его схватили, а теперь он немного успокоился. Когда Хань Ли взглянул на тело девятилистного духовного женьшеня, ему вдруг в голову пришла одна мысль. Он задумался, подействует ли на него жидкость из зеленой бутылки. Но он пока решил отложить эту проверку на потом. Девятилистный духовный женьшень все равно бы никуда не делся, а жидкость из зеленой бутылки была нужна в другом месте. Кроме того, зеленая жидкость могла значительно увеличить способности девятилистного духовного женьшеня, в результате чего он смог бы разрушить ограничительное заклинание, принеся Хань Ли настоящую головную боль. Это было не обычное растение, а легендарное божественное лекарственное растение. Так лучше было перестраховаться. С этой мыслью Хань Ли больше не обращал внимания на девятилистный духовный женьшень, заключив его в надежную формацию. Хань Ли в настоящее время хотел использовать зеленую жидкость, чтобы вырастить одно из 3 божественных деревьев – духовное дерево. Хотя у него был всего лишь небольшой отросток, Хань Ли был уверен, что в течение нескольких лет он снова вырастет в тысячелетнее дерево. Изначально Хань Ли собирался изучить небесный котел и посмотреть, не найдет ли он способ открыть его. Но в процессе он случайно наткнулся на маленькую реберную кость костного мудреца и отвлекся на нее. Так как эта кость смогла выстоять против ужасающего священного пламени Асуры, она не могла быть обычной костью. Хань Ли лег на кровать и стал с любопытством рассматривать эту сверкающую белую кость. Глава 519. Глубокие инискусства. Первое, что Хань Ли понял о реберной кости, было то, что это, очевидно, не настоящая кость костяного мудреца. Его нынешняя форма была всего лишь трюком, который старый дьявол использовал, чтобы пустить пыль в глаза другим. Не говоря уже о странном материале, из которого она была сделана, что это было необычное магическое сокровище, поскольку оно выпускало странную духовную ци. Однако не было никаких сомнений в том, что этот предмет был сделан человеком. Но независимо от того, сколько раз Хань Ли пытался погрузить в нее свое духовное чутье, ребро никак не реагировало. Хань Ли нахмурился и тут же вспомнил, что старый дьявол шел по пути демонического призрака. Возможно, для контроля над этим предметом требовалась инь-призрачная ци. Хотя у Хань Ли не было ни капли инь-призрачной ци, у него была чаша для хранения душ, которую он заполучил уже очень давно. Хотя он использовал огромное количество душа для создания марионеток, в самой чаше по-прежнему было большое количество инь-ци. Он вынул чашу для хранения душ из своей сумки для хранения и пристально уставился на нее, пока она не выпустила ему в ладонь вспышку голубого света. В следующее мгновение поток инь-ци влился ему в руку. Инь-ци сделала оборот внутри его тела, и Хань Ли тут же схватил реберную кость. Хань Ли пристально уставился на реберную кость и быстро окутал ее ледяной черной инь-ци. Наконец, реберная кость отреагировала. Изначально безупречно белая реберная кость почернела. Поглощая инь-ци, она стала наполовину белой, наполовину черной. Хань Ли не был сильно удивлен этой трансформацией. Закрыв глаза и погрузившись в раздумья, Хань Ли сел на постель, внезапно испустил из руки ослепительный лазурный свет, держа при этом чашу для хранения душ. В это самое мгновение раздались слабые вопли призраков, собрав еще более темное облако инь-ци вокруг реберной кости. Реберная кость неистово поглощала инь-ци. Спустя промежуток времени, который бы понадобился, чтобы выпить кружку чая, реберная кость в конечном итоге стала полностью черной. Кость внезапно начала испускать низкий звук и излучать тусклое свечение, наполняя комнату причудливой, жуткой аурой. Хань Ли нерешительно убрал чашу для хранения душ и выпустил кость и руки, позволяя ей свободно плавать в воздухе. Инь-ци, что окружала кость, внезапно рассеялась, испустив черное сияние. Хань Ли с удивлением наблюдал за происходящим. Помимо странного звука и беспрерывного сияния, черная кость больше не показывала никаких других изменений. Через мгновение выражение лица Хань Ли изменилось, и он вдруг поманил кость к себе. Шух! Кость подлетела к нему в руку. Взглянув на нее еще раз, он погрузил в нее свое духовное чутье. На этот раз его духовное чутье с легкостью проникло внутрь реберной кости. В результате черный свет вспыхнул прямо перед его глазами, раскрывая в его голове поток огромных древних иероглифов и картин. «Нефритовая пластинка!» Удивленно пробормотал Хань Ли. Кость была своего рода уникальной нефритовой пластинкой, о чем он и раньше догадывался. Подавив волнение, он начал серьезно анализировать слова внутри. Глубокое инискусство, Хань Ли прочитал первую половину слов и нашел их чрезвычайно знакомыми. Он был уверен, что уже читал их раньше. Хотя он лично не культивировал это знаменитое искусство культивации дьявольского «да», его аватар, кривая душа, усовершенствовал его производную от него, божественную кровь.
Прочитав это, Хань Ли пришел к выводу, что, хотя в искусстве культивирования было много незначительных различий, в целом они были одинаковыми. Внутри нефритовой пластинки реберной кости на самом деле было глубокое инискусство. Честно говоря, Хань Ли был немного разочарован. Поскольку он уже культивировал искусство владения лазурным мечом, он не собирался глупо отказываться от него ради этой техники, даже если она и обладала невероятной силой. Однако он не сразу вынул свое духовное чутье из глубокого инискусства. Тайные методы дьявольского «да», которые содержались во второй половине, он все еще мог культивировать. Вскоре после того, как Хань Ли прочитал все техники, он был приятно удивлен и даже взволнован. Секретные методы были невероятно мощными. Он был уверен, что как только он пробьется на 9-й слой искусств владения лазурным мечом и научится наиболее подходящим секретным техникам глубокого инискусства, он сможет убежать от любого культиватора стадии зарождающейся души, который попадется ему на пути. Теперь он мог противостоять даже таким ужасающим существам, как культиваторы зарождающейся души среди этих секретных техник всепоглощающий огонь Цзень-Иня. Что касается его демонических трупов, то они были созданы именно с помощью всепоглощающего огня. К сожалению, эта секретная техника требовала, чтобы глубокое инискусство было основной техникой культивации, а также уровень силы должен соответствовать культиватору на стадии зарождающейся души или выше. В противном случае он определенно попытался бы создать демонический труп самостоятельно, и его ждал печальный конец. Но несмотря на сколько всепоглощающий огонь был сильным, у него также были свои слабые стороны. Хань Ли усмехнулся при виде этого. Если теперь Цзень-Инь нападет на него и будет использовать всепоглощающий огонь, то старого дьявола ждет неприятный сюрприз. Просмотрев нефритовую пластинку еще, Хань Ли смог найти 3 секретных техники, которые смог бы использовать культиватор формирования ядра. Он сохранил их в своей памяти, поскольку сейчас у него не было времени для их культивации. Хань Ли аккуратно убрал реберную кость с довольным выражением на лице. Его сердце было переполнено волнением. Именно тогда Хань Ли вспомнил, что он изначально планировал. Хань Ли тут же схватил сумку для хранения, в которой был небесный котел, и на его лице снова вспыхнуло любопытство. Он мгновенно встал с постели и направился к тайной комнате своей пещерной резиденции. Если бы он смог каким-то образом открыть небесный котел, он смог бы приобрести много древних сокровищ, не говоря уже о небесных таблетках. Он смог бы значительно увеличить свою силу. Таким образом, Хань Ли стал вести размеренную жизнь каждый день. Половину дня он наблюдал за золотыми нитевидными шелкопрядами, а остаток дня он тратил на изучение небесного котла. Кроме того, иногда он просматривал всевозможные древние нефритовые пластинки, пытаясь найти хоть какую-то информацию, чтобы открыть котел. К сожалению, через 1,5 месяца Хань Ли исчерпал все методы, которые смог придумать. У него не оставалось иного выбора, кроме как признать, что небесный котел, секретное сокровище номер 1 во всей области моря рассеянных звезд, не может открыть культиватор формирования ядра, такой, как он. Котел был действительно впечатляющим. Хань Ли перепробовал на нем все виды сокровищ, но на котле не осталось и следа. Даже удар от его недавно восстановленной божественной дьявольской молнии не смог оставить на нем ни царапины. Более того, Хань Ли испробовал также другие нетрадиционные методы, чтобы открыть котел, но ничего не помогло. В конце концов, Хань Ли ничего не оставалось, кроме как убрать небесный котел назад в свою сумку для хранения и отложить этот вопрос на время. Более того, Хань Ли сразу же отбросил мысль о том, чтобы использовать небесную ледяную жемчужину, чтобы попытаться открыть котел. Небесное ледяное пламя внушало страх даже культиваторам зарождающейся души, так что он даже думать не стал, чтобы попытаться усовершенствовать и контролировать жемчужину, пока не достигнет стадии зарождающейся души или, хотя бы, поздней стадии формирования ядра. Хань Ли прекрасно понимал, что выше головы не прыгнешь. В течение этого полумесяца с 2 золотыми нитевидными шелкопрядами, которые употребили радужные бусины, не произошло ничего. Они остались совершенно такими же, как если бы эта жемчужина не обладала никакими лекарственными свойствами. Тем временем золотые прожорливые жуки, которых Хань Ли привез с собой из небесного зала, они уже начали массово спариваться и готовы были откладывать новые яйца, что привело Хань Ли в восторг. Теперь его интересовала доработка 72 облачных бамбуковых мечей. Он не хотел, чтобы изысканный кристалл, который он приобрел на пути расплавленной скалы, пропал зря. Он хотел вплавить кристалл в каждый из своих летающих мечей. Хотя эти мечи и нельзя было назвать самыми нерушимыми в мире, но после добавления в них кристалла, мало что могло уничтожить их. Это было бы весьма выгодно в его будущих сражениях против высокоранговых культиваторов. Однако обработка кристалла была чрезвычайно изнурительным процессом. Поскольку сам кристалл был необычным материалом, Хань Ли предположил, что ему потребуется, по крайней мере, полгода, чтобы усовершенствовать его с помощью ограничительных заклинаний.
Но если ему не удастся стабильно контролировать свою магическую силу и придется на полпути прервать процедуру, кристалл будет полностью разрушен. Шутка ли, изначально он не посмел бы попытаться совершить такую трудоемкую процедуру со своим жалким уровнем культивации на ранней стадии формирования ядра, даже с помощью духовных лекарств. Однако у него теперь было тысячелетнее духовное молоко. Хотя он использовал его часть, чтобы как можно скорее попасть в город звездного неба, оставшегося молока было достаточно, чтобы обработать кристалл. Поскольку впереди его могло ждать множество опасностей, ему было крайне необходимо усовершенствовать свои летающие мечи, чтобы он мог противостоять любым опасностям, с которыми он может столкнуться в будущем. Глава 520. Трансформация скорби. Естественно, Хань Ли уже построил зал для переплавки в своей новой пещерной резиденции. Накрыв его еще одним ограничительным заклинением маскировки, он перенес туда пласт рафинированного кристалла и тысячелетнее духовное молоко, а затем плотно закрыть дверь в комнату. Другие комнаты его резиденции охранялись огромными кукольными обезьяны, которых он оставлял снаружи, пока он оставался в уединении. Через год произошло нечто неожиданное. Внезапно невероятный грохот сотряс всю пещерную резиденцию Хань Ли. Кроме того, снаружи также слышались отголоски ужасающего грома. Раскаты грома становились все громче, как будто весь остров был охвачен бурей. С приглушенным ударом открылась дверь комнаты для переплавки. Хань Ли выскочил из комнаты с холодным выражением на лице и недоумением в глазах. Услышав грохот снаружи его пещерной резиденции, он внезапно ударил рукой по сумке для хранения духовных зверей, вызвав желтую полосу света. Она облетела вокруг него и приземлилась в нему на ладони. Это был бледно-желтый флаг длиной в метр с несколькими талисманными символами, вышитыми на нем. Недолго думая, Хань Ли выплеснул облако лазурного ци на флаг, заставив его сиять желтым светом. В следующее мгновение флаг со щелчком врезался в землю, соскочив с его запястья. Флаг углубился в землю и в мгновение исчез из поля зрения. Хань Ли прошептал несколько заклинаний, и в следующее мгновение произошло нечто поразительное. Как только Хань Ли закончил накладывать свое заклинание, земля и стены засияли золотым светом, как будто они состояли из необработанного золота. В то же время тряска и раскаты грома внезапно остановились, и все пришло в норму. При виде этого выражения Хань Ли смягчилась. Однако замешательство в его глазах еще не исчезло. Затем он вылетел из своей пещерной резиденции, превратившись в полоску лазурного света. Через мгновение Хань Ли плыл над своим островом. Хотя остров был окутан барьером тумана, это не мешало его обзору, поскольку туман был создан его ограничительными заклинаниями. То, что он увидел, заставило его несколько раз измениться в лице. Благодаря ограничительным заклинаниям, которые он разместил на горном хребте, и его пещерной резиденции были невредимыми. Однако область за пределами формации все еще была подвержена землетрясению. Мало того, что холмы и другие высокие массы земли были покрыты огромными трещинами, которые начали появляться по всему острову, но и растительность ушла под землю из-за этих землетрясений. Но это еще не все, что удивило Хань Ли. Вокруг острова бушевал целый тайфун. Волны высотой в 400 метров били по острову и смывали землю, превратив почти половину острова в озеро и болото. Снаружи огромных океанских туманов в направлении огромных волн доносилось ужасающее рычание, которое больше напоминало раскаты грома. За каждым раскатом грома следовала огромная волна. Глядя на огромные волны, Хань Ли подумал, неужели поблизости высокоранговый зверь? Судя по разрушенному состоянию острова, Хань Ли был уверен, что это был демонический зверь огромного размера. С этой мыслью любопытства Хань Ли только увеличилось. Немного подумав, он окунулся в голубое сияние и пролетел прямо в туман в направлении раскатов грома. Боясь, что его могут заметить, Хань Ли скрыл свою ци и приглушил сияние ауры, пока оно не стало видимым. В одно мгновение его больше не было видно. Влетев в морской туман, Хань Ли сразу же нашел свою цель. Рядом был огромный демонический зверь, который крушил все вокруг. Хотя Хань Ли ожидал чего-то подобного, он все равно испугался. Этот гигант был первым демоническим зверем в виде черепахи, которого он когда-либо видел. Его тело было длиной около 3 километров и выглядело в океане как огромная гора. Панцирь его был угольно-черным, а лапы напоминали столпообразные колоссы. У него также был серебряный хвост длиной в 300 метров, который непрерывно бился о море. Словно лазурный водяной дракон, черепаха заревела в небо. Каждый его пронзительный вой порождал огромные волны и ужасающий ветер, в результате чего море полностью было охвачено штормом. Но то, что потрясло Хань Ли больше всего, было не это, а то, что небо было заслано плотными черными, протяженностью более десятков тысяч миль в небе.
Ужасающие вспышки молнии образовали в небе целую паутину молний вокруг демонической черепахи, постоянно атакуя ее. Черепаха пыталась использовать огромные волны и демонический ветер, чтобы насильно заблокировать удары небесной молнии. Несмотря на то, что она оставалась целой и невредимой, шторм становился все более ожесточенным, а ее глаза из изумрудного цвета постепенно становились кроваво-красными от гнева. Трансформация скорби. Пробормотал про себя Ханли. Он был в шоке. Трансформация скорби — это разновидность небесной молнии, которую испытывают все демонические звери, когда они прорываются с 7 на 8 ранг. Почувствовав эту скорбь, демонический зверь может сбросить свою звериную форму и превратиться в более человекоподобную форму. По мере того, как их культивация будет становиться все выше, возрастать будет также и интенсивность их трансформации. Стоит сказать, что когда демонический зверь достигает 10-го ранга, его совершенно нельзя отличить от человека. Хотя Ханли много раз встречался с этой информацией в нефритовых пластинках, теперь он сам видел это своими глазами. Он не знал, смеяться ему надо было или плакать. Появление этого зверя можно было считать удачей, поскольку он развеял свои сомнения о существовании демонических зверей 8-го ранга возле острова невероятных глубин. Это означало, что у него был шанс найти тысячелистную расу. К сожалению, после его трансформации демонический зверь, скорее всего, установит свое гнездо поблизости. Ханли совсем не прельщала такая перспектива стать соседом демонического зверя 8-го ранга. Это было бы большой головной болью для Ханли. От демонических зверей 7-го ранга он еще мог скрыть свою пещерную резиденцию, но у демонического зверя 8-го ранга духовное чутье было намного сильнее. Возможно, однажды демоническая черепаха даже проберется в его пещерную резиденцию. Демонический зверь не стал бы щадить никого, кто посягал на его территорию. Неужели мне придется отказаться от моей пещерной резиденции, когда я только что установил ее? Печально подумал Ханли. Летающие мечи, содержащиеся в его теле, начали дрожать от волнения. К тому времени, когда ему пришлось покинуть уединение, он уже закончил закалять свои 72 облачных бамбуковых меча с изысканным кристаллом. Обработать кристалл оказалось значительно сложнее, чем он ожидал. Период закаливания растянулся на целый год. Сделав это, Ханли решил воспользоваться продолжением уединения, чтобы специально усилить свои летающие мечи. Если бы не демонический зверь поблизости, он бы, скорее всего, провел еще несколько месяцев в уединении. Я должен воспользоваться этой возможностью, чтобы внезапно атаковать зверя, пока его первородная ци еще не восстановилась после трансформации. Если я смогу убить его, это будет поводом для радости, но если я потерплю неудачу, мне придется покинуть остров. С этой мыслью сердце Ханли дрогнуло. Но через мгновение он отрицательно покачал головой. Даже когда демонический зверь 8-го ранга сильно ослабевает, Ханли все равно будет ему не соперником. Ханли не знал точно, насколько мощными были демонические звери 8-го ранга, но он лично видел разрушительную силу божественных способностей культиваторов зарождающейся души. В этой ситуации было бы лучше просто собраться и уйти. К сожалению, его золотые прожорливые жуки клали яйца. Он не был уверен, что ничего не произойдет, если он возьмет их с собой в сумку для хранения, но у него не было другого выбора. Глядя на то, как молния мерцает над телом огромной черепахи, Ханли глубоко вздохнул и вернулся в свою пещерную резиденцию. Ханли не хотел дожидаться, пока демонический зверь закончит свою трансформацию и обнаружит его местонахождение. Это было бы абсолютной катастрофой, но не успел Ханли повернуться, как из-за горизонта раздалась серия пронзительных свистов в сопровождении мерцаний золотого света. Затем с противоположной стороны стал раздаваться мелодичный вой ветра, создавая приближающуюся красную полосу сияния. При виде этого Ханли неосознанно нахмурился. Но прежде чем он успел отреагировать, в море из-под огромной черепахи поднялась гигантская волна. Несколько десятков толстых столбов огня выстрелили из моря, и морская вода начала быстро подниматься, словно из моря выходило что-то гигантское. Ханли был сильно потрясен этим и поспешно метнулся, чтобы скрыть себя, прежде чем наблюдать сцену с изумлением. По вспышке синего света из бушующих волн появился огромный красный зверь. Показав себя, он выпустил лошадиных гогот, заставляя уши Ханли дрожать от боли. Ошеломленный, Ханли чуть не упал с неба. Он поспешно выпустил магическую силу, чтобы успокоиться. Когда он распространил свою технику великого развития по своему телу, он в ужасе взглянул на появившегося демонического зверя.